Шерлок Холмс, нам необходимо с вами серьезно поговорить. Что случилось, миссис Хадсон? Вы чем-то недовольны? Что случилось? В понедельник вы раскрывали дело о пожаре и в качестве эксперимента подожгли мой шкаф. Во вторник вы работали над убийством и прострелили мою стену и соседскую канарейку. В среду вы раскрывали дело об утопленнике и затопили мой подвал. А в пятницу вы напали на след контрабандной партии шампанского и залили мой потолок. Теперь вы понимаете, почему я расстроена? Потому что я бездельничал в четверг? Нет, потому что вы в клочья хотите разнести мою квартиру. Все, я повышаю вам квартплату на 100 фунтов. Это неприлично дорого. Кстати, если еще хоть раз увижу что-нибудь из вашего неприличного, я повышу на 150. Значит, Ватсону вы все прощаете. Ну, во-первых, у Ватсона сейчас шуры-муры с Мэри, а во-вторых, он меня лечит бесплатно. А хотите, я вам окажу бесплатную дедуктивную помощь? Да какую же? Расскажу, кто вас хочет убить. Кто это? Это элементарно. Он серьезный мужчина, которому вы повысили квартплату на 100 фунтов. Холмс, вы дурак. Холмс, я так рад вас видеть. Доброе утро, Ватсон. Миссис Хадсон сказала, что вы ее бесплатно лечите. Это правда? Черт. Надо либо прописывать ячейки более крупным почерком, либо выписать очки на 2 диоптрии больше. Я вижу, что вы целую ночь, Ватсон, играли с Мэри в доктора и медсестру. Как вы догадались? Это элементарно. У меня из аптечки пропал градусник. Кстати, да. Я возвращаю вам ваш градусник. Но в руки я его не возьму. Вы и об этом знаете? Пусть это будет наш с вами секрет, хорошо? Конечно. Хотите чаю, Ватсон? Да. Чаю с удовольствием, конечно, да. Миссис Хадсон, я знаю, что вы подслушиваете. Принесите чаю. Хорошо, мистер Холмс. Она что, все слышала? Не переживайте, миссис Хадсон умеет держать язык за зубами. Да-да-да. Как говорил мой покойный муж, молчание – золото. Может быть, поэтому, когда я спрашивал у него, почему он мне не покупает золотые сережки и кольца, он молчал. Кстати, Холмс, я хочу предложить вам дело, от которого вы не сможете отказаться. Загадочный труп в Шервудском лесу. У него есть стрела в заднице? Нет. Значит, это не Робин Гуд. Вы будете осматривать тело, Холмс? Ватсон, далеко ехать? Да не надо никуда ехать. Я притащил его сюда. Вот как. А вот это уже интересно, Ватсон. Что ж, я беру это дело. Шерлок, Майкрофт, брат, не ожидал тебя увидеть здесь. меня привело дело государственной важности. Не хочешь, как в старые добрые времена, поупражняться в дедукции? На ком? На нем. Что это? Труп. Ну да. Да. 42 года, женат, 2 детей. Есть любовница, любовник. Да. Собака черный пекинес, обожает сквош, аллергия на арахис. Я ничего не забыл? Майкрофт, как ты все это вычислил? Он мой подчиненный, Шерлок. Пропала флешка со сверхсекретными данными, и я думаю, что он может быть к этому причастен. Тогда нам нужна какая-то зацепка. Надо проверить карман. В точку. Карман. Проверим карманы.
В кошельке 500 фунтов, это значит, что у него не было проблем с деньгами. Майкрофт, а давай у него в кошельке 100 фунтов, и у него были проблемы с деньгами. Давай. Это твое. Это мое. Это его. Да. Продолжим. На руке Rolex последней модели. А давай на руке Casio, предпоследней модели. Хорошо. Надо подумать, кто бы это мог сделать. Я бы с удовольствием тебе помог, но я занят. Шерлок, я прошу тебя не забывать о том, что у Ми-6 есть компромат на тебя, и очень не хотелось бы, чтобы завтра его опубликовали в вечерней газете. У меня тоже есть компромат на Ми-6. У тебя компромат на Ми-6 какой? А такой, что их руководитель писался в кровать до 18 лет. Шерлок, это низко. Ничего не низко. Ты спал на 2-м этаже, а я, между прочим, на 1-м. В конце концов, я прошу тебя помочь. Это личная просьба королевы. Серьезно? Я полчаса как из Букингемского дворца. Ваше Величество, пропала флешка с секретными данными, на которой... Ищи! Меня это не чешет! Я футбол смотрю! Несподіваний для полтавської боксної результат спостерігаємо зараз у Львівськими Карпатами. М'яч у грі. Если это личная просьба королевы, я не могу отказать. Есть только один злодей в мире, который мог провернуть такую сложную операцию. Профессор! Месье профессор! Я совершил гранд-злодейство! Какое? Вот! Что это? Стрелки Биг Бена! Завтра вся Англия проспит на работу! Ха-ха-ха! Вот это саботаж! Идиот. А это что? А это? И это что? Если бы это увидел мой любимый дедушка, он бы умер 2-й раз. Дедушка, дедушка! Я занял 1-е место за лучшую компьютерную программу. Маленький уродец! Лучше бы ты взломал сайт Ми-6 через интернет. Дедушка, ну нет никакого интернета. Идиот, это же элементарно. Выдумай интернет, а потом взломай его. Пшел, чулан, и пока не выдумаешь, не появляйся. Месье! Месье! Да. Ты убил агента Ми-6, как я сказал. Да? Труп отвез в лес? Да! Все прошло тихо, незаметно и без свидетелей? Да! Что же? Что же вы стоите? Ну помогите же! Отлично, ты молодец. Где флешка? Флешка? Какая флешка? А, la флешка. О, месье склероз. Склероз. Флешка! Кретин. Ну что, Шерлок,
Есть какие-то варианты по поводу того, где может быть флешка? Надо бы хорошенько подумать. Миссис Хадсон, я знаю, что вы подслушиваете. Принесите чай. Я не подслушиваю. А я говорю, подслушивайте, принесите чай. Ну, хорошо. Я надеюсь, она умеет держать язык за зубами. В противном случае мне придется применить меры. Конечно, Майкрофт. Как семья, как дети. Спасибо, хорошо. Как твоя собака? Не спрашивай. Что, совсем все плохо? Да. Ветеринар сказал, нет шансов. И что ты думаешь делать? Я думаю, Шерлок, старую суку нужно пристрелить. Тебе ее не жалко? Я считаю, что это будет гуманно, тем более свое она пожила. Я помню, когда она была молодая, она каждый вечер с разбега прыгала ко мне в постель. Он же обещал никому не рассказывать. А еще мне очень нравилось, когда она вылизывала меня своим шершавым мокрым языком. Майкрофт, давай я сниму с тебя груз вины и сам застрелю ее. Спасибо, брат. Я как-нибудь возьму ее в лес и там это сделаю. Спасибо. Я помню, когда первый раз ее увидел, тогда она наделала мне в тапки. Кто вам это сказал? Мистер Холмс, это вышло совершенно случайно. И вообще, я старая больная женщина. У меня есть свои слабости. Здравствуй, Шерлок. Как продвигается расследование? Отлично. А вы, я смотрю, Джон, вчера с Мэри играли в домработницу и сантехника. Как ты догадался? Это элементарно. Я заметил, что на полках нет пыли, а миссис Хадсон вряд ли бы стала протирать мои полки. Потом кран на кухне. Еще вчера он капал, а сегодня его кто-то починил. А вот тут ты ошибся. Миссис Хадсон сегодня утром вызывала сантехника. Да, она вызывала сантехника, но к ремонту крана это не имеет никакого отношения. А ты наблюдателен, Шерлок. Никогда в жизни не думал, что меня выдаст отремонтированный кран. Нет, у вас с Мэри выдает вантус, который торчит из кармана твоего пиджака. Кстати, Ватсон, у нас сильно заросли кусты, разбито одно окно, плохо вытягивает камин, разбросан мусор во дворе, грязная посуда и полы. Это ты сейчас к чему? Это я к тому, что не могли вы в следующий раз с Мэри, с пользой для дела, поиграть в садовника и стекольщика, дворника и трубочиста, посудомойку и полотера. А ты позволь спросить, чем будешь занят. А мне нужно осмотреть место преступления. Миссис Хадсон. Да, Шерлок? Миссис Хадсон, мы едем в лес. Доктор Ватсон, мне необходимо с вами серьезно поговорить. Что такое? Что случилось? Мне кажется, они с Майкрофтом хотят меня убить. Что за глупость? Я серьезно говорю, это правда. Не переживайте, Я- не они берите хотят в голову, меня убить. миссис Хадсон. Я вас Доктор прошу, Ватсон, я вас они- прошу, они хотят я меня- во всем послушайте разберусь, меня. я вас уверяю, миссис... Ерунда какая-то. Да, приснится... Слушайте, там приснится ж такое женщина. Слушайте, вы что, действительно решились на убийство? Нет, она мне, конечно, тоже не очень О нравится. чем ты, Джон? Ну как, ну... Ах, да. Я уже давно обещал Майкрофту пристрелить его старую больную собаку. Господи. Вы все это время говорили о собаке. Конечно. Да я вам сам помогу. Ну, как доктор, конечно. Возьму этот. Один укол смертельной инъекции, и она уснет вечным сном. Да я сам сделаю. Они заодно. Спасибо, Ватсон. На всякий случай я буду ее держать. Майкрофт попросил закопать ее в лесу. Как давно Майкрофт решил от нее избавиться? После того, как она перестала приносить ему тарелку в зубах. Может быть, это несколько негуманно? Я не знаю. Отлично. Они уходят. Иди и забери флешку.
Но там осталась миссис Хадсон. Что может сделать маленькая беспомощная старушка против беспощадного и кровожадного убийцы? Вот. Сейчас, мистер Томпсон, вы пришли слишком рано. Как говорил мой покойный муж, поспешишь, жену насмешишь. Я сейчас, заходите. Заходите, я сейчас. Я только что из душа. Мой шалун, я уже одеваюсь. Как говорил мой покойный муж, когда видел меня без одежды, святые угодники, предупреждать надо. Где же? А знаете что, мистер Томпсон? Заткнись, мимо, У старая. доктора Ватсона и Мэри столько интересных игрушек. Я кое-что подобрала. Вы не мистер Томпсон. Вы убийца. Они все-таки хотят меня убить. Шерлок? Это то, что мы нашли в лесу? Да. А вы, судя по всему, играли с Мэри в дальнобойщика и проститутку. Как ты догадался? Это элементарно. Я заметил в комнате монтировку, комбинезон и права категории Е на имя Мэри. То есть что ты хочешь сказать, что я изображал проститутку? Нет, что ты. Я хочу сказать, что Мэри изображала дальнобойщика. Ты звонил, Шерлок? Да, я раскрыл это дело. Как? Это элементарно. Благодаря маленьким деталям и уликам труп сам мне все рассказал. Это настолько элементарно, что с этим справится даже Ватсон. Ватсон, прошу. Когда я подошел к трупу, я увидел, что у него есть... Щеки. Уши. Глаза. борода. Борода. В Ми-6 бороду носить запрещено. Она могла вырасти за те дни, пока он... Молился. Пародировал Ленина в мавзолее. Лежал в лесу. Соответственно, он был жив. В лесу я нашел еще кое-что важное. Малину? Грибы? Билет в Парагвай. Как всем известно, слизь парагвайской лягушки замедляет метаболизм, и человек кажется умершим. Соответственно, он сам инсценировал свою смерть и украл флешку. А так как, несмотря на все усилия, мне не удалось померить температуру, я обнаружил то место, куда умерший спрятал флешку. И, между прочим, доставал я почти 2 часа. Это просто гениально, Шерлок. Правда, убитый не любил бриться, а в Парагвае у него жила тетя, но в целом гениально. Значит, это не флешка. Миссис Хадсон, что случилось? Зачем вам пистолет? Мэри, они хотят меня убить. Боже мой, ну что за глупости?
Давайте я поговорю с ними, а вы отложите пистолет и приготовьте, пожалуйста, чай, хорошо? Мгм. Вы задумали убийство джентльмена? Да. Майкрофт попросил застрелить его больную старую собаку, а Ватсон сказал, что сделает ей смертельную инъекцию. Так речь о собаке. Ну, тогда вам незачем марать руки, джентльмены. При Скотланд-Ярде есть специальная служба, которая занимается как раз такими пикантными делами. Приедет группа специалистов и управится за 2 минуты. Она даже тявкнуть не успеет. Да, только я хотел бы сделать из нее чучело, поставить на память в прихожей. Как это мило, Майкрофт. Спасибо. Благодарю за помощь, господа. Но прежде чем мы это сделаем, я хотел бы с ней попрощаться. Да, конечно. До свидания, миссис Хадсон. Убийцы! Старая ***ка! Матерь Божья. Представляю, что ты сделал с бедной старушкой. Вы даже не представляете, профессор. Ваш презент. На этой флешке все коды. Списки всех агентов. С их помощью я смогу... Что это? Новая серия. Патрон. Я тебе сейчас патрон в голову отправлю. Где остальное? Ну, есть нюанс. Флешка на 2 гига, остальное пришлось удалить. Что ты сделал? Знаешь, куда я тебе сейчас эту флешку засуну? Что? Опять патрон? Нет, пожалуйста, прошу, нет. Мистер Майкрофт, может быть, вам чайку? Может быть, чайку. А может, лучше кофе? А может и кофе. Не хотите сигаретку? Хочу. Вам стрельнуть? Нет, только не стрельнуть, только не стрельнуть. Джон, а почему вы с Мэри сегодня ночью ни во что не играли? Просто нам надоело, Шерлок. Что ты с помощью дедуктивного метода постоянно определяешь, что мы делали. У вас есть несколько вариантов решить эту проблему. Вы могли бы лучше маскироваться, заметать за собой следы и в конце концов вести себя тише. Да, а лучше всего зашпаклюйте дырку, которую мистер Холмс пробил из гостиной в вашу спальню. Что? А что, вы думали, я одна подглядываю? Шерлок, я тебя убью. Не забирай хлеб у Мариарты. Да я тебя... Не забирай хлеб у Эрен Адлер. Стой! Как давно это произошло? Шерлок, стой! Шерлок Холмс, я отомщу тебе. Я сотру тебя в порошок. Я уничтожу тебя. И это будет ровно через неделю.